Веселый осенний день разливал свои краски в вечно зеленом лесу, где две сестрички-близняшки, Аня и Аля, с наслаждением резвились. Их верный друг, собака по кличке Ракета, весело скакал вокруг них, радуясь тому, что девочки выбрались на прогулку. Лес всегда казался им волшебным местом, полным загадок и тайн, но сегодня он готовил им нечто необычное. «Пойдем к нашему тайному месту, приладше синий муэц», — предложила Аня, уверенно ведя сестру по знакомым тропинкам. «Там такое уютное озерцо!» Аля кивнула, ее светлые волосы трепали легкие порывы ветра. Идучи дальше, они наслаждались запахом свежей хвои и шепотом листьев. Но вдруг веселье сменилось тревогой. Из-за большого куста вдалеке послышался странный звук. «Смотри!» — воскликнула Аня, указывая на землю в нескольких метрах от себя. От неожиданности обе затаили дыхание. На зеленой траве лежала фигура человека, покрытая грязью и с явно видимыми следами крови на форме. Осторожно приближаясь, девочки заметили, что это был полицейский, который, по всей видимости, был ранен и без сознания. Его тело было неподвижным, и страх охватил сердца Ани и Али. «Может быть, он нуждается в помощи», — сказала Аля, и ее голос дрожал от волнения. «Кто знает, что с ним случилось», — ответила Аня. Но, несмотря на страх, в ее груди разгорелось чувство, что они должны помочь. Аня быстро извлекла телефон и позвонила в скорую помощь, неподвижным голосом объясняя, что они нашли раненого полицейского в лесу. Аля, не раздумывая, сняла свой шарф и бросилась к мужчине, стараясь остановить кровь, стекущую из его раны. «Держись, пожалуйста, скоро все будет хорошо», — шептала она, протирая руки об одежду, чтобы получить больше силы для давления на рану. Ракета, чутко реагируя на ситуацию, остался рядом с полицейским, внимательно изучая его лицо. Словно понимая всю серьезность момента, он не издавал ни звука, лишь иногда бросал взгляды на сестер, словно спрашивая, все ли будет в порядке. Вскоре в лес ворвавшиеся звуки сирен наполнили воздух. Машины скорой помощи и полицейские машины окружили место происшествия, и быстро уверенные шаги фельдшера добавили девочкам сил. Фельдшер оценил снаружи вид полицейского и быстро принял меры, эффективно обрабатывая рану. «Молодцы, девочки! Вы сделали все правильно!» — похвалил он их, обнимая Аню и Алю. Все три смотрели на полицейского, когда он вдруг открыл глаза и, борясь с болью, с трудом произнес: «Спасибо вам, девочки». Чувство облегчения и гордости переполнило сердца сестер. Они сделали что-то действительно великое. На следующий день в их дом постучала следователь Елена Дмитриевна. С приветственной улыбкой она вошла куда охотно, когда Наталья, мама девочек, открыла ей дверь. Хваля девочек за их отвагу, Елена поделилась новостью о том, что они смогли помочь не только полицейскому, но и расследованию. Елена выразила надежду, что Аня и Аля могут помочь, если вспомнят что-то еще, что может быть полезным для дела. Девочки обменялись взглядами. В их глазах блеск неутомимого желания сделать что-то большее, чем они сделали раньше. Вечером после возвращения со школы девочки обнаружили, что видео о их спасении Ивана стало вирусным. Социальные сети были переполнены сообщениями о смелости двух девочек. Люди захваливали их за доброту и готовность прийти на помощь. Многочисленные комментарии под видео распространяли поддержку и желали здоровья полицейскому. Однако среди этой волны одобрения Наталья почувствовала беспокойство. «Я не хочу, чтобы нас жалели, но очень настойчиво повторяла она, окружая своих дочерей заботой. «Я хочу, чтобы у вас была стабильная жизнь и никаких больше переживаний». Сильно переживая за будущее своих детей, она будто готова была закрыть их от всего мира. Иван, возвращаясь с больничной койки, постепенно начинал восстановление и приходил в себя. Он делился с Еленой своими подозрениями о незаконных вырубках леса и отношении к нелегальному обороту оружия.
«Я видел кое-что, что не должно быть там», — говорил он, драматически указывая на стакан с водой, как на предмет, который был слишком простым. Елена, внимательно к каждому его слову, обратила внимание на найденную рацию, связанную с исчезновением его отца. «Это может быть ключом к делу», — заметила она. Она понимала, что если их семья могла поплатиться чем-то из-за этого, им нужно выяснить правду как можно быстрее. Следующий день выдался ясным, и Иван с Еленой отправились на южную тропу, где они находили ранее упомянутые следы. Ощущение напряженности нарастало, когда они заметили волочения, оставленные на земле, а также 2 сильно изношенных ботинка, уходящих вглубь леса. Эти следы, похоже, ведут к месту, где может происходить что-то нехорошее, заметила Елена. Ее глаза наполнились тревогой. Ей было ясно, что это не могли быть только случайные прохожие. Иван прижимал к себе телефон, полный записи с их разговорами, стараясь при этом вспомнить каждую деталь. В школе директор Людмила Семеновна с гордостью собрала всех учащихся в актовом зале. По всему помещению развешивали баннеры, на которых крупными буквами было написано «Герои среди нас». Это был день волнения и гордости для сестер, когда они шагнули на сцену в одинаковых свитерах, украшенных новыми теплыми шарфами. Директор провела церемонию, подчеркивая доброту и смелость, которые проявили девочки в критический момент. Глаза учителей и учеников светились восхищением, когда они похвалили Аню, Алю и их пса Ракету за проявленную храбрость. В этой атмосфере поддержки Иван в больнице слышал их голоса, вызывая в душе чувство гордости за своих новых друзей. Пока девушки осваивались с новообретенной известностью и расслаблялись рядом с благоприятными комментариями, фельдшер и следователь продолжали работать за кулисами. В это время Иван продолжал поправляться. Получив ободряющие наказы и поддержку от медсестер, он почувствовал прилив силы. Тем временем Аня и Аля с каждым новым шагом понимали, что делают что-то большее, чем просто помогают одинокому человеку. Их действия стали важным катализатором перемен вокруг них. В тот день в школе все решили поделиться добротой и цветами, а Аня и Аля стали символами настоящего героизма. В процессе выздоровления Иван продолжал вспоминать своего отца. В те тихие дни больницы он записывал свои мысли на маленьком блокноте, и иногда, набирая текст, он вспоминал, как его отец говорил о том, как важно делать правильный выбор. Слушая голос своего отца на старой кассете, Иван вдруг понял, кого он хочет видеть в своем будущем. Это были не просто слова, это была его цель. Аня и Аля, обычно беззаботные, затем случайно обсуждали это и с надеждой искали утешение в своих словах. Вскоре после событий, связанных с выздоровлением Ивана, в их городе открылся новый прилавок с домашней выпечкой. Там проходила реклама, где написано «Спросите про наши геройские маффины», и Наталья с гордостью приветствовала каждого нового покупателя. Открытие прилавка стало символом новой жизни для всей семьи. Девочки могли с гордостью сказать, что совершили нечто значительное, что недавние события вдохновили их маму, и она, наконец, почувствовала, что все может измениться. Скоро Иван, чуть поправившись, пришел в школу на встречу с детьми. Он был восторжен тем, как его визуализация желаемого поведения теперь осуществилась, когда он объявил о запуске программы «Юный спасатель», посвященной Ане и Але. Программа обучала детей первой помощи, доверию и спокойствию в критических ситуациях. Менялись не только учителя, но и сам подход к обучению в школе. Ракета, как самый преданный помощник, стал символом программы, получив медаль «Гражданская честь». Семья как никогда была единой. Они возвращались домой, и Иван, будто второй сын, стал частью их семьи. С каждым днем девочки все больше сближались с Иваном. Елена из больницы принесла ему старую кассету с голосом его отца. И вдруг он вновь услышал знакомые слова, которые пробудили его к размышлениям о выборе и важности правильных решений в жизни.
Однажды тихим осенним вечером Аня и Аля сидели на старой скамейке в березовой роще, вспоминая все, что произошло. Устроив себе небольшой пикник, они размышляли, изменили ли они чужую судьбу и наполнены ли они смыслом. Ракета, лежа рядом, тихо лаял, как будто согласен с ними. «Мы должны верить, что даже маленькие поступки могут изменить мир», — молвила Аня и расправила свои волосы. В этот момент в роще вновь появился венок, на котором красовалась табличка, напоминающая о правде и чудесах. Эта история не только о смелости и любви, но и о выборе делать правильные шаги в жизни. Она напоминает всем о важности помощи другим и о том, как каждый маленький жест доброты способен изменить мир вокруг.